Привет! В данном видеоролике я расскажу про некоторые достопримечательности северо-западных территорий России, от Кольского полуострова до Таманского кряжа. Без конкретных четких границ расскажу в основном о природных достопримечательностях и просто интересных местах. Климат этой части России умеренный и субарктический, с высокой влажностью, большое число болот, озер и рек. Здесь сосредоточено около 50% лесных ресурсов европейской части России. Начну с озер, ведь глядя на карту, они так бросаются в глаза, особенно Ладожское. И неудивительно, ведь является самым крупным озером во всей Европе и второе в России, первое Байкал. Площадь 17 870 квадратных километров. И это больше площади Черногории. Средняя глубина около 50 метров, максимальная 230. По объему содержащейся в нем вод Ладожское озеро 3,5 раза превосходит Азовское море. Зимой Ладожское озеро замерзает, но обычно не целиком, а центральная его часть остается свободной ото льда. Ну а самым крупным островом на нем является Рея-Калансари, площадью 53,5 квадратных километров. Вторым по размерам за Ладожским озером следует Онежское, 9720 квадратных километров. А вот из рек главным гигантом является Северная Двина. Протекает в Вологодской и Архангельской областях, длиной 744 километра, площадь бассейна 357 тысяч квадратных километров, диапазон колебания уровня воды в течение года до 14 метров. Вторая за ней будет Печора, река в республике Коми, длиной 1809 километров, бассейн 322 тысячи квадратных километров. Самым крупным субъектом федерации на данной территории является Архангельская область и республика Коми. Из природных локаций интересны Лапландский заповедник с девственными старовозрастными лесами, чей возраст оценивается диапазоном от 3000 до 10 тысяч лет, Кольский залив, узкий фьорд Баренцево море на Мурманском берегу Кольского полуострова, длиной 57 километров и шириной до 7. Интересным будет посетить Тундра-парк, что в 20 километров от города Мурманск. Там вы сможете покататься с ездовыми хаски, а также отправиться с ними в пешую прогулку по тундре, прокатиться на ратраке в арктическое сафари, отведать в ресторане с обзорным остеклением местную кухню, северная рыба, оленина, крабы и другое, а также посетить гору Лисью, место саамского народа, откуда открывается великолепный вид на северное сияние. Немногим известное, но любопытное место мыс Корабль, геологический памятник природы на территории Терского района Мурманской области, расположен в юго-восточной части Кольского полуострова на берегу Белого моря. Посещая данное место, можно изучить красоты окрестностей, увидеть Белое море и, конечно же, сам мыс, который сложен песчаниками красного цвета, лимонита, жилами флюорита, аметиста, мусковита, кварца, гетита, кальцита, барита. Добраться до памятника природы относительно несложно. Недалеко к северу от него проходит грунтовая дорога Варзуга-Умба. Прекрасными видами можно полюбоваться в Кинозерском национальном парке, что в Архангельской области, является биосферным заповедником. На территории Кинозерского парка выявлены памятники эпохи неолита, Медвежий остров 1 и Косицыно 2, относящиеся к каргопольской археологической культуре. У поселка Усть-Поча найден наконечник дротика или небольшого копья эпохи неолита, датируемый периодом 4000 лет до нашей эры. Устойчивый снежный покров держится 160 дней в году. Территория парка на 3/4 покрыта лесной таежной растительностью. Хибины – крупнейший горный массив на Кольском полуострове. В центре расположены плато Кукисмчор и Часночор. У подножия расположены города Апатиты и Кировск. Климатические условия суровые и субарктические. Среднегодовая температура в Хибинах составляет -3 градуса. Флора очень ценная. На территории массива произрастает большое количество видов, включенных в красные книги разного ранга. Хибины популярны у горных и лыжных туристов, а также альпинистов. Соловецкие острова – архипелаг в Белом море, на входе в Онежскую губу, площадь 347 квадратных километров. Это самый крупный по площади архипелаг Белого моря. Соловецкие острова состоят из 6 крупных островов и около сотни мелких. Ну и конечно же невозможно не упомянуть Карелию. Расположена в Северной Европе. Высочайшая точка – гора Нуурунен, 577 метров. Находится на территории национального парка Пааннаярви. Карельская погода изменчива, климат мягкий, с обилием осадков, меняющийся на территории Карелии от морского к умеренно континентальному. Зима снежная, прохладная. На ее территории огромное количество флоры и фауны, занесенные в Красную книгу, а вот пресмыкающихся на территории республики всего 5 видов. Гадюка обыкновенная, уж, веретеница, ящерица живородящая и ящерица прыткая. Летом в Карелии огромное количество гнусов, комаров, мокрецов, мошек, слепней. На юге республики распространены клещи. В Карелии можно встретить редкую бабочку маховую.
Преобладают хвойные леса и огромное количество ягод. По Ладожскому и Онежскому озерам летом курсируют круизные теплоходы. В зимнее время в Карелии есть возможность заниматься всеми видами лыжного спорта, принять участие в сафари на собачьих или оленях упряжках, совершить путешествие на снегоходах. Данный регион можно изучать и любоваться им бесконечно долго, ведь ее протяжность с севера на юг составляет 660 км, а с запада на восток 424. Спасибо всем за просмотр и увидимся во второй части. Пока.